Добрый день! Хотим вас поприветствовать в нашей кулинарной академии Kenwood. И сегодня мы продолжаем знакомиться с базовым кондитерским искусством. И сегодняшняя тема у нас французская меренга. Это, наверное, самое основное, что вы должны знать, когда начнете заниматься кондитерским искусством. Как мы уже говорили, существует 3 разных вида меренги: французская, итальянская и швейцарская. Все это зависит от того, как вы вводите в сахар вашу меренгу. И сегодня мы с вами поговорим о самой основной, наверное, самое первое – это французская. Вы просто берете белок и постепенно добавляете сахар. Французскую меренгу, как и любую другую меренгу, очень важно при отделении белка от желтка смотреть за тем, чтобы ни одна капля желтка не попала в ваш белок. Почему? Даже 1/100 желтка не даст сбиться меренге, достичь того объема, который был бы необходим. На самом деле теория белков очень сложная, но кондитеру это знать совершенно не стоит. Есть определенные правила, которые необходимо соблюдать. Ваша чаша должна быть полностью сухой, не должно быть ни воды, ни жира. Вода не так страшна, если вы что-то готовили, остался жир, ваш жир просто уничтожит вашу меренгу, не даст сбиться. Почему? Потому что происходит уже другая химическая структура между жиром и водой, а не между водой и протеином. Также правильно регулируйте венчик. Используйте либо стеклянные, либо металлические чаши. Почему? Потому что пластик очень часто вбирает в себя жиры, и сколько бы вы его ни мыли, он все равно останется жирным. Но вы можете использовать пластик, если вы ничего другого, кроме взбития белков, там не делаете. И что же мы сегодня будем готовить? Будем готовить на французской меренге старый советский торт-полет. Но мы его немножко модифицировали. У нас будет торт-полет не с арахисом, а с таким очень вкусным, насыщенным ароматом орехом, таким как пекан. И сделаем немножко необычный крем, приготовим карамель в нашем кукинг-шефе. И начнем. База торта полет – это бисквит декуаз. Что это на себя представляет? Это французская меренга с какой-то либо ореховой мукой. Мы сделаем муку, не совсем муку, будет довольно-таки крупный помол из пекана, но чтобы был более сильный и насыщенный аромат, мы наш пекан пожарим, либо запечем в духовке. Мы будем запекать при температуре 150 градусов вверх-вниз минут 15. Пока наши орехи запекаются, мы с вами начнем готовить крем. Для этого мы приготовим карамель. В кукинг-шефе мы не рекомендуем делать карамель сухим способом, вы потратите большое количество времени. Можно сделать просто-напросто: смешаем сахар и воду. Сахар мы растворим в воде, а потом мы будем выпаривать воду при температуре 180 градусов до того состояния, пока наш сахар не станет янтарным. Приступаем. Включаем максимальную температуру, подтверждаем. У нас тут без венчика, без всего, как таковой здесь это не надо. Сейчас наша вода закипит и начнет выпариваться. Мы получим карамель. А пока подогреем сливки. Смотрите, сейчас наша карамель стала такая янтарная. Устанавливаем насадку для мягких смесей. Закрываем ее. Температура у нас 180 градусов, мы не меняем. И в несколько партий вливаем наши очень горячие сливки. Аккуратно, видите? Очень сильно кипит. Тут очень надо аккуратно. Влили первую часть. Можно еще чуть-чуть. Очень, видите, как она? И включаете помешивание. След каждой партии вливаем тогда, когда эта партия у вас полностью перемешалась. Можем проверить, сколько сейчас в чаше. Естественно, температура упала, потому что кипящие сливки – это 100 градусов. Сейчас наша масса полностью объединилась. Мы выключаем температуру, обязательно подтверждаем. Берем наш отжатый листовой желатин и бросаем его в нашу чашу.
Смотрите, какая получилась красивая однородная масса. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас добавляем туда же сразу же наше сливочное масло. При выключенной температуре оно его остудит. Смотрите, какая красивая наша карамель, однородная. Мы не используем ни сотейники, ни чашки, ничего. Все мы сделали в одной чаше. А у нас карамель остыла до 38 градусов. И мы сейчас с вами ведем сыр. И пробьем его погружным блендером. Выключаем. Смотрите, какая красивая, просто блестящая, великолепная карамель у нас получилась. Если вы хотите, чтобы она была более такая насыщенного вкуса, варите карамель до более янтарного, яркого цвета. Мы берем сыр, наш маскарпоне, отправляем его сразу же сейчас мы его не будем мучить себя и лопатку, мы его пробьем погружным блендером. И в конце добавим флёр де сель, это такая крупная морская соль. У нас будет слегка соленая карамель. Теперь мы наш крем переливаем в емкость для стабилизации, отправляем в холодильник на 8 часов, чтобы наш желатин сработал. Смотрите, наши орехи запеклись, они так как приобрели такой коричневый темный цвет. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем собственную муку. Помещаем их в наш кухонный комбайн, закрываем крышкой и с помощью функции пульса мы измельчим их до состояния такой крупной крошки. Смотрите, вам не надо делать прям в мелкую, как муку, у вас все равно так не получится. Если вы будете долго молоть с помощью кухонного комбайна, вы просто получите пасту. У вас будет выделяться жир, нам этого не надо. Смотрите, какой прекрасный. Жалко, что камера не передает ароматы. Пекан просто прекрасен по аромату. Вот такой крупки нам будет достаточно. Устанавливаем чашу на ее место. Обязательно проверяем чашу, чтобы она не была жирная, чтобы она была сухая. Устанавливаем венчик. Так. Наливаем сразу же, выливаем в чашу кухонной машины весь наш белок. Если у вас яйца только что из холодильника, можете установить на кухонной машине температуру 28 градусов. Специально для такого небольшого подогрева, потому что яйца комнатной температуры лучше взбиваются. Можете проверить температуру яиц, какой у вас сейчас. У нас сейчас 24 градуса. Мы поставим 28, подтверждаем и начинаем на средней скорости взбивать. Сахар начнем вводить тогда, когда весь наш белок превратится в пену. Смотрите, наш белок превратился полностью в вот такую пышную смесь, и мы частями добавляем сахар. Для того, чтобы не убить всю нашу пышную пену, выкинув сразу полностью сахар весь в чашу.
Наша меренга взбилась. Посмотрите на птичий клюв. Меренга, когда взбита, есть понятие клюва. Вот смотрите, видите, устойчивый птичий клюв. Она стабильна, блестящая. Смотрите, что мы будем делать дальше. Нам нужно отсадить 3 круга 16 сантиметров. Чтобы это не делать на глаз, есть лайфхак. Берем, отрываем небольшой листок пергамента, ставим наше кольцо 16 сантиметров, удерживаем его и рисуем круг. Потом просто переворачиваем. Круг видно, и он с другой стороны, и мы ничем не отравимся от краски. Теперь смешаем нашу муку, которую мы сделали самостоятельно из пекана, с нашей взбитой меренгой. Высыпаем. И просто деликатно перемешиваем. Смотрите, как мы перемешиваем. Мы сверху вниз, то есть вы крутите и чашу, и лопатку сверху вниз. Происходят такие дважды круговые движения. Не забывайте и про дно чаши промешивая, и с боков. Буквально пару движений, и наше тесто для декуаза готово. Перекладываем в мешок. Мешок у нас с насадкой, круг. Будем отсаживать по спирали. Если вам тяжело держать весь мешок наполненный массой, вы берете часть массы, перекладываете. Когда она у вас закончится, вы переложите основную часть. Почему мы даем такие рекомендации? Смотрите, это как наша ручка. Если у вас толстая ручка, вам ей неудобно писать. Чем ручка тоньше, тем комфортнее ее держать в руках. Все. Мешок в натяжении всегда. У нас уже все нарисовано, перевернуто. Что мы делаем? Мы теперь идем по спирали. Чуть подтянули мешок и продолжаем. Все. Смотрите, если вам неудобно, не надо, вот как вы нарисовали, так и дальше отсаживать. Всегда можно крутить не руку, а наш противень. Опять же, не забываем, подтянули. Отсаживаем. Мешок держите немножко повыше, чтобы у вас было больше объема у вашего бисквита. Так, подтянули. Теперь берем наш второй противень. Смотрите, что вы можете сделать. У вас осталось, вы можете просто сделать безешечки такие. Убираем в духовку на часа 2 при температуре 180 градусов. Смотрите, если у вас домашняя духовка, в одну духовку не надо ставить больше одного противня. Он все равно в домашней духовке не хватит. Все это пропечь, обязательно ставим с конвекцией. Убираем. «12 часов прошло, наш крем, посмотрите, какой он красивый, стабильный. Мы крем слегка взобьем с помощью венчика и, используя кондитерские мешки, отсадим его на наши уже отпеченные и остывшие коржи. Приступаем. Разделим наш крем на 2 части. Одну оставим для украшения сверху, и это будет с насадкой, а вторую можно взять кондитерский мешок без насадки. Наш крем немного побелел. Совершенно чуть-чуть, нам сильно этого было не надо, чтобы он, смотрите аккуратнее, не перебейте его.
Нам тут не особо нужно как-то сильно его выравнивать. Мы что сделаем? Мы немножко, чтобы наша подложка не уезжала. Обратите внимание, здесь не обязательно, это должно быть красиво, ровно. Это такой домашний торт. В этом вся его прелесть, что он неровный, такой хендмейдовский. Можем взять немножко орехов, того же самого пекана. И между, орехов много не бывает, между коржей просыпать орехом. Если у вас какая-нибудь есть карамель оставшаяся, вы можете дополнительно туда еще полить карамелью. Но так, наверное, будет очень сладко. Помните наши остатки от меренги, которые остались, мы их не выбросили, а также отпекли в форме шариков. Теперь мы их просто так вот измельчили и засыпаем. Смотрите, что мы можем делать. Мы можем также сделать с краями тортика. Смотрите, наш торт в стиле рустик готов. Мы приготовили торт. Это старый советский торт. Торт-полет. Это основа была торта полет. Но можно сейчас сказать, сейчас очень модно стиль рустик. Вот это как раз идеальный торт для этого стиля. Он очень простой. Мы с вами его сделали, чтобы разобрать основу нашего торта. Это меренгу. Надеюсь, после урока, что после этого урока с меренгой у вас больше не будет проблем. Вы будете прекрасно ее готовить. На основании ее не только этот торт, а много-много других десертов. Радуйте себя, угощайте своих близких, особенно тот, кто жил в это время, старое советское. На них это будет очень приятно. Спасибо, что были с нами.